Tahsin abi, 1000 yıl yaşasam da hakkını yemin olsun ödeyemem. Hakkını helal et abi. Helal olsun o diş parçası. Boncuk gözlüm, sen mutluysan ben her yerde mutluyum. Ne oldu? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Benim Nuh'dan başka ailem yok. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. По мере приближения сериала к финалу в судьбе каждого персонажа произойдут важные поворотные моменты. Серьезная и рискованная операция, которую перенесет Нух, глубоко повлияет как на его семью, так и на зрителей. Письма, которые он написал перед операцией, будут розданы всем в особняке, и когда их будут читать, потекут слезы. Ной попрощается не словами, а письмами, написанными от всего сердца. Когда его семья прочтет эти строки, они будут молиться еще усерднее, опасаясь в любой момент услышать плохие новости у дверей отделения интенсивной терапии, и будут внутренне опустошены, думая, что с Ноем не случится ничего плохого. Несмотря на то, что из-за границы приезжают частные врачи, семья продолжает молиться и искать убежище у Бога как последнего средства. Потому что возможность потери близких создаст неописуемую пустоту в их душах. Однако Ной не сдастся, и хотя временами ему будет все труднее, он будет держаться за жизнь, быстро поправится и пройдет через этот трудный процесс. Воскрешение Ноя станет источником надежды для всей семьи. Эсма по-прежнему не открывает Эсату двери своего сердца. Несмотря на то, что Эсат терзается от сожалений и пытается заплатить за свои ошибки, обида Эсмы не проходит. Его столь долгое сопротивление, с одной стороны, было бы оправданным, а с другой, было бы следствием чрезмерной гордыни. Потому что пока Асад изо всех сил пытается измениться, жесткая позиция Эсмы в какой-то момент перерастет во внутреннее противостояние. В конце концов Эсма постепенно смягчит его сердце, и эти двое снова будут жить как муж и жена со своим ребенком. С возможным временным скачком у Мелек и Эсмы родится ребенок, а семья еще больше расширится с радостной новостью о беременности Севилай. Нарисуется счастливая и мирная картина, а боль, испытываемая годами, сменится радостью и смехом. Эсат и Харика также извлекут уроки из своих прошлых ошибок и станут более зрелыми личностями. На самом деле это изменение сделает их предметом гордости для своих семей. Джихан проявит свое доверие к Эсату, дав ему больше ответственности в работе. Харика помирится с Назимом и выйдет замуж. Вся семья, особенно Джихан и Сумру Ханем, будут благосклонно относиться к этим отношениям. Потому что Назим будет и старым другом Джихана, и надежным убежищем для Харики. Бурное настроение Харики в прошлом уступит место более спокойному и зрелому поведению. Этот брак будет с радостью встречен в особняке. Мелек и Ной укрепят свои братские узы больше, чем когда-либо. Не отрываясь друг от друга, они вместе залечат раны прошлого и покажут всем, что значит настоящее братство. Сумру Ханем наконец простит Тахсин Бея, и после этого прощения начнутся приготовления к свадьбе. С выздоровлением Ноя брак старейшин семьи также станет официальным. С одобрения детей эта любовь также будет иметь счастливый конец. Наконец, Ханем будет наблюдать за счастьем своей дочери и внуков издалека и обретет внутренний покой. Их мир унесет все тревоги из его сердца. Даже если он смотрит издалека, ему будет достаточно разделить с ними смех. С другой стороны, то, что Джанан и Беньямин скрывали друг от друга, постепенно выйдет на свет. Кризис доверия между ними будет обостряться и произойдет крупная ссора. Несмотря на то, что Беньямин пытается обвинить Джанан, на самом деле он попытается скрыть свои собственные ошибки. Однако со временем оба увидят свою роль и помирятся, извинившись друг перед другом. После этого процесса их отношения будут развиваться на более здоровой основе. Поскольку доля Хикмета в особняке будет конфискована, его выгонят из особняка. Все, что у него останется, это деньги, которые он взял, обманув Кенан. При попытке сбежать с этими деньгами его поймает Халиль.
Эти два персонажа придумают новые уловки, чтобы обмануть друг друга. Они положат деньги в определенное место и придумают систему замков, которую не смогут открыть, когда останутся одни. Однако они оба придумают план побега с этими деньгами. Беньямин пойдет за Халилом. Когда он поймает ее, он направит пистолет и потребует у нее денег. Халиль попытается обмануть Беньямина своим интеллектом. Наивность Беньямина будет полезна Халилю в этом процессе. Однако от исхода всех этих взаимных игр будет зависеть, сможет ли Беньямин вернуть свои деньги. Напряженность в отношении Туркана сохранится. Несмотря на то, что Беньямин хочет выслать ее из особняка, Тюркан слушает только Джихана. Столкнувшись с этой ситуацией, Беньямин со стыдом расскажет Джихану о том, что произошло. Джихан увидит, что ситуация становится серьезной, и найдет для Тюркана работу в другом месте. Туркану также придется подчиниться этому решению. В конце всех этих событий каждый найдет либо очищение, либо наказание на своем собственном пути. Некоторые воссоединятся со своей любовью, некоторые столкнутся со своим сожалением. Кто-то обустроит свой дом, кто-то останется один на один со своим одиночеством. Но по мере приближения финала каждый завершит свою собственную историю на этом пути. И в этой истории победит тот, кто больше молится, больше любит и больше сопротивляется. На этом мы завершаем наш анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.